У Егора Прохорова умерла жена, так и не оправилась от последних родов. Тут бы горевать и горевать, да 5 ребят осталось. Старшему Николке 9, Илюшке 7, близнецам Саньке и Лешке по 4, и младшей только 3 месяца, Аленке, доченьке долгожданной. Некогда горевать, когда дети есть просят, а уложит всех, полночи сидит в кухне и курит. Поначалу Егор сам как мог крутился. Ну, свояченица приезжала, помогала чуток. Родных-то у них больше и не было. Хотела забрать Саньку с Лешкой, мол, тебе полегче будет. Потом из опеки какой-то, что ли, приходили 2. Предлагали всех детей в интернат отдать. Никого, никому Егор отдавать не собирался. Как это родных детей кому-то отдать? Как и жить-то потом? Трудно, понятно. А что делать? Растут они помаленьку, вот и вырастут. Как мог, сам стирал, убирал, готовил, в огороде копался. У старших, когда и уроки проверять успевал. С Аленкой больше всех хлопот было, понятно. Но тут уже и Колька с Илюхой где да помогут. Да и сестра патронажная, Нина Ивановна, часто приходила, заботилась. Как-то раз она пообещала Егору няньку прислать. Все же тяжело мужчине с грудным-то ребенком. Мол, девушка хорошая, труженица, в больнице нянечкой работает. Своих детей, правда, нет, незамужняя пока. А братьев-сестер растить помогала. Из большой семьи она, из соседней деревеньки. Так и появилась у них в хате Нюся. Невысокая, крепкая, круглолицая, с немодной косой по пояс и молчаливая. Лишнего слова не скажет. А только все переменилось в хате у Прохоровых. И хата заблестела, все отмыла, очистила, одежонку, и детскую, и Егорову перештопала, перестирала, и за Аленкой успевала приглядеть, и наварить, нажарить. В школе и в детском саду сразу перемены заметили. Дети чистые, опрятные, пуговицы уже не пришиты черной ниткой по белому, локти не драные. Как-то заболела Аленка, затемпературила. Врачиха сказала поправиться, главное уход. Так она ночи просиживала рядом, сама ни разу не прилегла, выходила девчушку. И незаметно как-то и осталась в доме у Егора. Младшие уж мамой стали звать, соскучились по ласке материнской. Анюся на ласку не скупилась, и похвалит, и по головке погладит, и обнимет. Как же, дети все ж. Старшие, Николка с Илюшкой, сначала дичились, никак не называли, а потом просто Нюсей стали звать. Ни няня там, ни мама, просто Нюся. Чтобы, значит, помнить, что своя мамка у них была. Да и по возрасту она им в матери с натяжкой годилась. Родные-то Нюсины против были. Куда такую ораву себе на шею вешаешь? Парней мало в селе, что ли? Парни-то есть, отвечала. Да я Егора жалею. И ребятишки привыкли, что уж теперь искать-то. Так и жили. 15 годков незаметно пролетело. Дети учились, росли. Ну, не все гладко бывало. Что и нашкодят, нахулиганничают. Егор гневался, за ремень хватался. Анюся его одергивала. Мол, погоди, отец, сперва разобраться надобно. И поругает, и пожалеет бывало. Да никто ее Нюсей на селе уж и не звал, а Анной Васильевной величали, уважали. Николка к этому году уж женат был, первенца ждали. Жили молодые отдельно. Николай в совхозе работал, да не последним механизатором был. Что не год, то грамота, то премия, вот как. Илюшка в городе институт оканчивал, им Нюся особенно гордилась, инженером будет сынок-то.
Санька с Лёшкой весной из армии вернулись. В техникум поступать задумали. Только вот спорили, в какой. Всё вместе делали. И озоровали в детстве, и горой друг за дружку стояли, если что. Аленушка в 9 класс перешла, тоже гордость Нюсина. И петь, и плясать мастерица. Ни один праздник без нее не обходится. А Егор уж в который раз думал, как хорошо ему Нина Ивановна жену выбрала. Этим летом как-то почувствовала Нюся, что что-то не так с ее организмом, что-то неладно. Век не болела, а то вдруг в глазах потемнеет, затошнит. Егора с его куревом стала из хаты на крыльцо гнать. Плохо ей становилось. Сначала, думает, пройдет. А нет. Пришлось-таки к доктору идти. Домой вернулась тихая и задумчивая. От Егоровых вопросов отмахнулась. Да ерунда, мол, все в порядке. А только вечером, когда уснули все, позвала Егора на крыльцо. «Сядь, отец, поговорить надо. Знаешь, что мне доктор сказал? Ребенок у меня будет. Поздно уж что-то делать, рожать надо». Сказала и руками лицо закрыла. Стыдоба-то, вот стыдоба! Егор так просто опешил от такого известия. Столько лет не было детей, и надо ж! Да какая стыдоба, мать! Аж сигарету свою отбросил, так и не прикурив. Старшие вон все уж почти разбежались, вдвоем, что ли, останемся? Нет, природа правильно все расставила, значит, готовиться будем. Как детям-то сказать? Скажут, старуха уже, а туда же. Да какая ж ты старуха, 39, разве ж годы? Ой, прямо не знаю, что делать, стыдоба. Ладно, сам скажу, завтра и скажу, как раз все соберутся. И сказал, как только за столом собрались, так и сказал, что, мол, ребята мои хорошие, скоро у вас еще брат будет или сестра, вот так. Нюся голову опустила, в тарелке будто что-то высматривала, покраснела аж до слез. Николка, который по случаю воскресного дня с молодой женой у них гостил, только хохотнул. «Здорово, мать! Молодец! Вот вместе с моей и рожайте. Им, детишкам, вдвоем сподручнее будет расти». Санька тоже обрадовался. «Давай, мам, еще братишку!» Алешка возразил. «Не, девочку, а то парней-то у нас много, а девчонка одна. Разбаловали принцессу». Аленка только зыркнула на Лешку. «Разбаловали? Ты, что ли, баловал?» «Конечно, девочку, мам. Я ей банты буду повязывать, платья купим красивые», захлебнулась восторгом. «Платья? Что она тебе, кукла?» вступил в разговор Илюшка. «Ребенка еще и воспитывать нужно», назидательно произнес он. «Воспитаем», с расстановкой сказал Егор. «Плохо, поди, вас воспитывали. Вот то-то». Анюся все равно стеснялась и прикрывала растущий живот, когда платком, когда в жару плащ накинет, вроде прохладно ей. Положенные месяцы прошли незаметно. Уже порадовались первенцу Николиному. Мальчик. Илюшка уехал доучиваться в свой институт, каникулы окончились. Санька с Лешкой тоже уехали, поступили в сельскохозяйственный техникум. И у Аленки начался учебный год. Тихо стало в хате, пусто. Аленка то в школе, то у подружек. Уже и парнишка какой-то ее провожать стал с танцев воскресных. Нюся не спала, поджидала Аленку. И вдруг боль, такая резкая, что в глазах потемнело. «Егор!» — слабо позвала она. «Егор! Кажется, началось!» Побледнел тот. Ноги в башмаки сразу и не попали. «Ты погоди, мать! Я сейчас! Сейчас! Скорую давай!» —
крикнул вошедшей Аленке. Та сразу поняла, в дверь выскочила. Через 2 минуты в дом ворвалась. «Мам, сейчас Толик отвезет тебя, машину у отца попросит, подожди». «Толик, значит», — подумала она, и снова резкая боль схватила внизу живота. «Ой, мамочка, да что же это?» Через еще 5 минут вошел парнишка, что провожал Аленку. «Батя сам отвезет», — сказал Аленке. «Поедешь?» «Я поеду», — сорвал куртку с вешалки Егор. «Не бойся, Нюсь, я с тобой». Всю ночь Егор сидел на крыльце районного роддома и дымил сигареты одну за другой. Наутро двери открылись, вышла немолодая нянечка. «Сидишь, папаша, куришь? Теперь курить-то пореже придется. Первый у тебя, что ли?» «5 у меня», — глухо сказал Егор. Да ты богач! Только не 5, а 7. Двойню твоя красавица принесла». «Двойню?» — заикаясь, переспросил Егор. «Малец и девчушка. Малец крикливый», — засмеялась она, «а девчушка красавица. Ты иди домой-то, папаша, завтра приходи. Она у нас еще полежит маленько. Детишки вес должны набрать. Да принеси, чего надо. Тебе любая скажет. Понял?» «Ага», — кивнул головой ошарашенный Егор. На выписку вся семья собралась. По такому случаю и все 3 студента отпросились с занятий, приехали. Нянька торжественно вынесла 2 свертка, перевязанных один синей лентой, другой розовой. Сзади шла смущенная Нюся. Егор принял 1 сверток, а второй и не знал, как взять. По двое-то несподручно. Забыл уж как. Смутился он тоже. 2 сверток принял Николай. «Давай, батя, мне-то уж не впервой». «Ой, какая хорошенькая!» Заглянула в конверт Аленка. «Сестричка моя, красавица!» Вручив няньке цветы и торт, как положено, разговаривая о своем, все двинулись к совхозному автобусу. Директор совхоза выделил, раз такое дело. «Ну, мать, всем угодила!» — улыбнулся Николай. Анюся держала на руках один из свертков и тихо улыбалась своим мыслям. Детей она, даст Бог, воспитает хороших. Она глянула в сторону Егора, который держал на руках 2 сверток. «Мы воспитаем», — поправила она себя. «Конечно, мы». «Ребята», — повернулась она к детям, — «а назовем-то их как?» И все сразу стали предлагать свои имена, чем-то близкие им, чем-то нравящиеся или связанные с кем-то. А водитель автобуса, дружок Егора, слушая веселый гомон за спиной, думал, что вот и не родная она им, этим 5. А разве скажешь?